Особого внимания требует вопрос пребывания в нашей стране семей мигрантов. Очень бы хотелось узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная Дума. Депутат Константин Затулин и некоторые другие деятели встали грудью за мигрантов. В частности, во время рассмотрения законопроекта о запрете приема в школы России детей-иностранцев, не знающих русского языка, Константин Затулин категорично высказался против такого решения. По его словам, в случае его принятия Россия нарушит свои же законы об образовании. Каждый, в том числе иностранец, имеет право на образование, поэтому все, что касается тестирования, это возможно, но запрет, сказал он. Фактически, если следовать словам Затулина, то проверять детей-мигрантов на знание русского языка можно, но, если они ни слова на нем не знают, запрещать им поступать в наши учебные заведения нельзя. В таком случае русским детям остается лишь молча равняться в образовательном процессе на чужаков, не знающих и не желающих знать ни наш язык, ни нашу культуру, и также молча и дальше терпеть беспредел маленьких иноземцев, сбивающихся в кучки, чтобы издеваться над нашими детьми. На эти вопросы Константин Затулин не отвечает и даже их не упоминает, но все равно защищает мигрантов. Для каждого, кто пытается оспорить запрос народа на безопасность и право на достойное образование, ответила Ирина Яровая. Преподавание в России осуществляется на государственном языке, на русском языке, и это является базовым условием, необходимым для того, чтобы государство могло обеспечить качественное исполнение своего обязательства донесения учебного образовательного, воспитательного материала и способность учащегося его воспринимать. Поэтому в данном случае это то решение, которое, безусловно, необходимо. Оно поддержано сегодня профильным министерством, оно поддержано регионами, и оно не может быть не поддержано по одной простой причине. Оно в интересах всех участников образовательного процесса, в том числе учеников, которые не знают язык, подчеркнула зампред парламента. В свою очередь, спикер Госдумы еще более жестко и прямо обозначил мнение народа. Не знает языка, что в итоге получается? И класс не будет учиться, потому что дети появляются, которые не знают языка, не понимают предметов и, соответственно, это как влияет на состояние ребенка, который пришел без знания языка, так и мешает учебному процессу. Я уже не говорю, несет в себе нагрузки и проблемы учителям, мы тоже должны это понимать. Школы обязаны. Кто обязаны? Мы о чем говорим? Давайте это пообсуждаем. Если у вас есть иная точка зрения, высказывайте ее. Но подавляющее большинство депутатов Госдумы придерживается иной, и поэтому мы обращаемся к правительству. Вынесем на обсуждение буквально на следующей неделе для принятия, где четко обозначим позицию, знание языка – основа для того, чтобы принять в школу ребенка. Если языка не знаете, учите, приезжайте со знанием языка, подытожил Володин. Сложно не согласиться ни с высказываниями Яровой, ни с высказываниями Володина, однако очевидно, что Затулин все же не согласен. Также Затулин категорически выступил против обязательной геномной регистрации мигрантов, назвав это оскорбительной процедурой. Но любовь Затулина к мигрантам меркнет в сравнении с высказыванием Геворга Мирзояна, который написал в своем телеграм-канале следующий текст. Нацистские сетки радуются тому, что это за недопуск мигрантенышей в школу. А потом будут говорить, что 96% граждан РФ проголосовало за нацизм. Отказ от российского закона об образовании и от базовых элементов мягкой силы, то есть возможности учить детей-мигрантов быть ментально русскими. Нет, дорогие мои кишлачные чурки из многонационала и прочих помоек, а также депутаты Самураи Матвеевы и прочие безграмотные персонажи. Это не так. Законопроект лишь ограничивает прием в школу детей без знания русского. Те мигранты, которые русский знают, будут учиться. Ну и те, кто выучит русский, будут учиться. К этому закону нужно лишь добавить два дополнения. Первое – организация нулевых классов для детей-мигрантов по изучению русского. И второе – жесточайшее требование к гастерам отдавать детей в школы, нулевые классы, если они своих детей сюда привозят. То есть решил привезти, будь добр, отправляй ребенка в школу, а не исламистскую продленку при подпольной мечети. Привез и не хочешь отдавать, давай до свидания на родину. Таким образом мы и защитим нашу систему образования и будем продвигать мягкую силу среди мигрантов. Лепить из их следующего поколения ментально русских людей. Часть русского мира. В комментариях ему люди попытались объяснить, что он не прав. Семей мигрантов в принципе не должно быть в нашей стране. Вахтовики не берут на вахту свои семьи, а я думал, что продвижение мягкой силы, так называемой, это когда в других странах открываются русские школы и прежде всего там учат детей и студентов, как надо правильно любить Россию. Может вообще все коренное население России заменить на мигрантов?
Вы прям носитесь с этими малограмотными агрессивными дикарями, как курица с яйцами. Я понимаю, если так рьяно боролись бы за продвинутых специалистов с Запада, но вы же упорно навязываете нашему обществу отсталых необразованных темных людей. Вы прям пытаетесь изо всех сил затянуть Россию в азиатский феодализм. Когда уже закончится этот дебилизм? Конечно, удивляет, когда человек, зная позицию по мигрантам большинства людей, называет их нацистами. До таких, как Мирзоян, похоже, до сих пор не дошло, или они просто делают вид, что знание иммигрантам русского языка не делает его русским. Ни по культуре, ни ментально, ни как-либо еще. Интегрироваться в русское общество они не намереваются, а ассимиляция такого количества мигрантов невозможна. Более развернутый ответ Мирзояну в своем телеграм-канале дал Сергей Григоров. Мирзоян оскорбляет 96% русских, татар, башкир, бурятов, якутов, калмыков и других коренных народов России нацистами, потому что мы не хотим видеть в своей стране инокультурных мигрантов из Средней Азии. Зато 100% новиопов за инокультурную миграцию. Более того, наша позиция радикальнее позиции Володина. Володин предлагает не допускать в школы детей-мигрантов, не знающих русский язык. А мы предлагаем другое, чтобы дети мигрантов из Средней Азии вообще не приезжали в Россию и чтобы семьи не привозили сюда свои. Отработал срочный контракт на одном рабочем месте и домой. Может и сам русский язык не учить, если работа позволяет. Более того, выступаем за массовый пересмотр уже выданного этим мигрантам гражданства. Обучение инокультурных мигрантов русскому языку не интегрирует мигрантов в наше общество, а усиливает влияние мигрантов на наше общество, разлагает его своими нравами и традициями. Пусть живут дома. А про нашу мягкую силу что можно сказать? Мы тут одного Мирзояна интегрировать не можем в русскую цивилизацию. Что уж говорить о миллионах. Много было бы пользы от того, если бы и сам Мирзоян не знал русского языка. И если товарищу Мирзояну так нравится Средняя Азия, в которую он хочет превратить Россию, то непонятно, почему сам Мирзоян приехал в свое время к нам из Ташкента. Нравится Ташкент? Можно жить в Ташкенте, а не превращать Москву в Ташкент и остальные наши города в среднеазиатские. Тем временем сообщается, что уже в декабре Кабмин должен принять постановление с планом действий по проблеме мигрантов. Такой жесткий срок правительству установила Госдума. «Мы считаем, что откладывать решение этих вопросов недопустимо», объяснила вице-спикер Ирина Яровая. А чтобы чиновники и сами не захотели тянуть, думцы почитали будущие выгоды. От одной только новой схемы сдачи мигрантских экзаменов бюджет получит более миллиарда рублей. Сдвигать сроки вправо по миграционному вопросу Госдума не позволит, о чем во вторник заявила весьма отчетливо и жестко. До 9 декабря Кабмину депутаты дали срок для принятия постановления, в котором должен быть расписан исчерпывающий план мероприятий во исполнение ранее принятых Нижней палатой законов. А их, напомним, целых 13 за этот год. Вице-спикер ГД Ирина Яровая напомнила, что введен режим высылки незаконных мигрантов. Создан реестр контролируемых лиц, не имеющих права находиться в России. Сокращен допустимый срок пребывания до 90 суток в течение 1 года. Установлена обязанность иностранцев покупать сим-карты только при очном визите офиса мобильного оператора. Запрещены фиктивные браки мигрантов. Введен порядок лишения российского гражданства за отказ встать на воинский учет. Кроме того, кратно выросли штрафы за подделку документов для мигрантов, увеличены тюремные сроки за организацию нелегальной миграции. Введена конфискация имущества и доходов, полученных от организации незаконной миграции. Из процедуры приема экзаменов у мигрантов исключены посредники. Это, кстати, очень выгодный для казны момент. По самым осторожным прогнозам, принятые Госдумой законодательные решения позволят увеличить ежегодные бюджетные доходы в 5 раз. С 250 миллионов рублей до 1 миллиарда 250 миллионов рублей, заявила Яровая. Все, что Нижняя палата успела по миграционному вопросу принять, депутаты заложили в текст обращения к Михаилу Мишустину. Большинство законов межфракционные принимались в основном единогласно. Как мы уже говорили, Константин Затулин оказался категорически против установления личности мигрантов с помощью геномной регистрации. Она применяется в отношении неопознанных трупов, напомнил депутат. Применение этого метода к живым людям он назвал оскорбительным. Запрет принимать в российские школы детей-мигрантов, которые не сдадут тест по русскому языку, господин Затулин тоже раскритиковал. Что касается детей, это противоречит закону об образовании. Все, что касается тестирования, это возможно. Но запрет нет, заявил парламентарий.
Чтобы ребенку, который не знает русский язык, преподавать школьную программу, учитель сам должен знать родной язык этого ребенка, справедливо заметила Ирина Яровая. Вы предлагаете учителю русского языка знать узбекский, таджикский. Не хочу никого обижать, вы сами понимаете. Что вы предлагаете? Что можно преподавать, если учитель не знает язык ребенка и ребенок не может взаимодействовать? Обрушилась на критиков жестких мер вице-спикер. Депутат Михаил Матвеев призвал Ирину Яровую не останавливаться и напомнил об уголовных делах против мигрантов-педофилов, за которыми полицейские вынуждены гоняться годами. Если была бы геномная регистрация, после первой жертвы можно было бы поймать преступника, заявил парламентарий. Олег Нилов предложил перепрофилировать молельные комнаты в классы по изучению русского языка. Депутат Леонид Калашников предложил внедрить механизм организованного набора и отменить патенты. А главной проблемой назвал Минтруд и региональных чиновников, которым проще выдавать патенты. Кроме того, парламентарий усомнился в том, что приток иностранной рабочей силы как-то связан с проблемами демографии в России. В 2015 году в Москве работали 450 тысяч мигрантов, сейчас работают 470 тысяч. Нет тут никакой связи с демографией. Просто им так удобно привлекать иностранную рабочую силу и не привлекать свою, возмутился Калашников. Станислав Наумов предложил закрыть все хостелы в Москве и Санкт-Петербурге, а жилье для мигрантов строить за счет работодателей и на их территории. А что насчет всего этого думаете вы, уважаемые зрители? Делитесь своим мнением в комментариях и не забудьте подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Всем добра, всем пока!